Привет! Это канал Лесной Строитель, а меня зовут Алексей. Я думаю, вы уже, наверное, многие поняли, куда я сейчас направляюсь. К своей первой землянке, которую я построил еще в том году. Не был я здесь уже примерно, наверное, месяца 2, если не больше. И, честно говоря, знаете, я испытываю определенное волнение. Пока вот сейчас шел, размышлял, с чем бы это волнение можно было бы сравнить. Ну, наверное, с тем, когда вот уезжаешь надолго в отпуск. Я думаю, у вас наверняка такое было, да, там, 2-3 недели в отпуске проводишь, вдали от дома, уже начинаешь скучать по своему родному жилью. И вот открываешь дверь, заходишь и понимаешь, что здесь все родное, все твое. Ты уже здесь знаешь каждый уголок, где что находится, где что лежит. И вот эти вот чувства приятные, такой ностальгии, сейчас вот я и испытываю как раз. Ну а вы садитесь поудобнее, наливайте себе, наверное, уже в связи с таким похолоданием, не прохладительные напитки, а наоборот горячительные, да, которые согревают, согревающие напитки, чай, кофе. Нарезайте себе бутербродов, садитесь поудобнее и пора начинать. Поехали! Да, уже вижу кое-какие проблемы. Первое, это вот то деревце. Почему-то, не почему-то, оно засыхать стало. Не знаю, а живет вообще или нет. Вроде бы еще полностью не высохло. Но самое главное, что мой кактус, который подавал какие-то признаки жизни, и зимой спокойно рос здесь, между прочим, в землянке, в морозы, да? Сейчас его нету. Его сгрызли мыши, я так понимаю, потому что его просто нет вообще. Интересно, что там внутри. Пойдемте зайдем и посмотрим. Да, мыши здесь, видно, прям покуражились на полную катушку. Подсолнечного масла все, кранты. Собственно, его нету. Прогрызли пробку, получается, да, они? Обалдеть, уронили здесь все. А зачем им вообще специи понадобились, я не понимаю. То есть соль и перец с чесноком. Насколько я знаю, вроде как они не любят такие приправы. Тоже в мусорку. Да, не с этого я хотел начать сегодняшний день. Куда деваться, сейчас все вещи свои разложу и начну наводить порядок. Буду опять все подметать, убирать, выкидывать мусор весь, складывать его в пакет, а завтра увезу, естественно. И, конечно же, нужно будет вытряхнуть покрывало, на котором я вообще планировал сегодня спать. Вытряхнуть и оставить его просушиться на свежем воздухе, на солнышке. Опа! Мышиные какашки.
И смотрите, как их тут много. Эти мерзкие, неприятные животные, смотрите, что сделали с отверткой. Зачем, елки-палки, вообще отвертку-то грызли? Ну чё, вот, неужели пластик такой вкусный, да? Смотрите, отвертку погрызли. Вообще звери. Погрызли отвертку и, ну, насерили рядом с отверткой. Прикольно. Ну, здесь, слава богу, все целое. Фух. Ну все, более-менее какой-то порядок навести удалось. Сейчас еще покрывало пойду вытряхну, повешу. И можно будет заниматься уже наконец-таки теми делами, ради которых я сюда и приехал. Ну а вообще по планам сегодня было заняться печкой, немножко обновить штукатурку вот эту вот верхнюю. У меня здесь давно уже лежит смесь, которую надо использовать в конце концов, а то мыши ее съедят, наверное, ввиду отсутствия еды здесь. Если уж отвертки есть, начинают. О чем говорить вообще. Ну и хотел еще столом заняться, тот, который вот на улице, стол, да, уличный. Рубанок взял и немножко снять верхний слой вот этого дерева, чтобы подровнять поверхность, чтобы было приятно сидеть и комфортно. Ну, а по большей части я хотел вообще просто потренироваться на самом деле. Потому что с рубанком я последний раз работал где-то, наверное, в классе в 3-м, в 5-м, может быть, не знаю, там, ну вот в школе, да, в начальных классах. Вот. Ну, вспомню сегодня заодно, как это работать с рубанком. Ладно, сейчас небольшой перерывчик, отдохну и пойду заниматься делами дальше. О, вот здесь вот интернет есть. Кстати, вчера опять смотрел видосики различные в Ютубе и нашел один интересный иноязычный канал. И если бы не Яндекс браузер, то сидел бы и не понимал, о чем они говорят. Смотрите, вот этот видеоролик в оригинальном исполнении. Так как я не очень хорошо знаю английский язык, то с трудом улавливаю смысл диалогов. Но в Яндекс.Браузере есть вот такая удобная кнопка, при нажатии на которую включается закадровый перевод на русский язык. По иронии судьбы, я оставил его в доме, который у меня уже около 10 лет. Он просто остается дома, потому что им всегда можно воспользоваться. И он работает феноменально. Ты можешь использовать его с прямым лезвием, ты можешь... Теперь не обязательно знать язык другой страны. И вы можете легко смотреть видео на английском, французском, немецком, испанском
и итальянском языках сразу в русскоязычной закадровой озвучке. Кстати, ссылку на браузер я оставлю в описании к видео и закреплю в комментариях. Вот этого эффекта я хочу добиться. То есть гладкая поверхность, практически без шероховатостей. Единственный момент, я, конечно же, не смогу так глубоко все снять. То есть здесь уходят такие трещины, да, глубиной там по 3 миллиметра где-то. То есть представляете, сколько это придется снимать рубанком. Ну вот до такого состояния было бы здорово дойти. А вот такие вот, если прожилки останутся потемневшие, да, трещины глубокие, ну и ладно, не критично. Главное, чтобы общая поверхность стала, вот сейчас здесь вот она уже практически гладкая, ну а здесь такая не очень приятная, шершавая. И здесь прям гладенько, приятно. Так что сейчас рубанком обработаю всю столешницу. В целом я доволен. Никаких занос теперь у меня здесь в руках не остается. После того, как я провожу руками по столешнице. Да, не идеально, но в целом нормально. Ну что, можно, я так думаю, уже перемещаться потихонечку в землянку и здесь заниматься делами. Как я уже говорил, я хочу немного обмазать, обновить внешний вид печки. Сейчас заштукатурю ее по возможности. Ну и как раз часика полтора дам ей немного подсохнуть. Здесь тепло, сейчас 21 градус. Я думаю, часика полтора дать подсохнуть. Да, можно даже не давать подсыхать, просто потихонечку начну затапливать ее. Ну, раз растоплю,
И прям понемножечку буду подкидывать дрова так, чтобы аккуратно, постепенно печь набирала температуру, прогревалась. И, соответственно, вся штукатурка тоже быстренько подсохнет. И это будет своего рода подготовка к зимнему периоду, чтобы печка была красивая, ухоженная, чтобы вот эти щели все замазать. Ну, основная цель-то вообще на самом деле в этом. Чтобы не было щелей, чтобы она не пропускала дым. Ладно, пойдемте. Да, конечно, уже чувствуется, что пришла осень. Прям заметно холодает, ощутимо. В рубашке, считаю, в штанах нахожусь. Ну, а мне, мягко говоря, прохладно. Ну ничего, сейчас печку затоплю и будет тепло. Конечно, не сейчас я буду затапливать, а попозже, как заштукатурю. А вот, кстати, и накопитель. Хотел поговорить про воду в накопителе. Смотрите, воды на самом деле много. Баклажка до сих пор погружается, ну, наверное, вот где-то до сюда. Сейчас я продемонстрирую. Я просто уже воду набирал, поливал деревья. Кустарник не стал снимать это. И что хочу сказать, какой итог подвести. Вода, вот этот водяной накопитель, который я сделал, уже, считай, вода стоит здесь. Когда? С мая, какой с мая? Я, по-моему, даже в апреле я первый раз начал набирать. Вот сейчас, может быть, что-то и наберется. И уже 4 месяца она здесь находится, эта вода. Никуда она не испарилась. Ну да, она, конечно, не имеет такой прекрасный, красивый внешний вид, да, вода. Сверху такая пленочка какая-то, непонятно от чего. Но я так думаю, это от сосновых вот этих иголочек. Они же смолу содержат, и за счет этого вот эта вот пленочка образуется. Сама идея накопителя возникла спонтанно в моей голове. То есть я решил, надо сделать какой-то не емкость, а какую-то конструкцию для сбора дождевой воды. Изначально я хотел сделать вообще просто открытую ее. Кто-то писал, что можно сделать просто брезент натянуть, да, бочку закопать и не мучиться. Но задача-то была какая? Ну, представьте, да, вы в лесу куда-то потащите бочку. То есть, предположим, что вы, не знаю, произошел какой-то апокалипсис, и вы ограничены в передвижении, в переноске каких-то грузов. То есть, ну, пленку, допустим, да, сюда вы сможете принести. Соорудить такой каркас самой вот этого водяного накопителя можно из валежника. И ручной пилой, молотком. По сути, даже и гвозди-то не особо нужны были, да и даже степлер не нужен был. Вот я скобами крепил, когда пленку. Тоже это не принципиальный вопрос. Пленку можно было просто подвернуть, землей присыпать, и никуда бы она не делась. То есть, исходя из того, что применить минимальное количество средств и получить сооружение, в которое можно хранить воду, это, я думаю, самый оптимальный вариант. Ну, делать открытым смысла нет. Открыто, если сделать, то животные выпьют, да? Но, конечно же, такую воду пить нельзя. Это да. Но ее можно фильтровать, то есть можно сделать вторую емкость здесь, да, второй отсек. И с помощью трубы соединить, короче говоря, переливной. То есть, когда воды становится много, она будет переливаться. И, соответственно, верхний вот этот слой, верхняя пленка всегда будет уходить во вторую емкость. Ну, вроде да, по-моему, так. Будет, грубо говоря, фильтрация происходить. Можно было вообще какой-нибудь там, где я воду набирал, марлю натянуть, тоже как-то отфильтровать ее. Короче говоря, идей для реализации много. Голь на выдумку хитра, поэтому, ну, просто можете взять себе на заметку. Идея хорошая, она рабочая.
Отлично. Печка к зиме готова. Я так надеюсь, по крайней мере. Еще хотелось бы сверху вот этот проход, который, да, ну, где труба через крышу проходит, сверху. Силиконовый, как он, герметичный дымоход, что ли. Короче, не знаю, как он называется. Вот эта силиконовая штука такая идет, чтобы влага по трубе не стекала, там, дождь и тому подобное. Вот ее бы еще сверху поставить, и, в принципе, землянка к зиме готова. Ну что, я думаю, вы уже поняли, что я хочу сегодня приготовить. Да, я хочу приготовить жаркое в горшочках. На самом деле я уже это блюдо готовил, по-моему, зимой. Но, тем не менее, мне оно очень нравится, поэтому почему бы, собственно, и не повторить его. Единственное, вместо подсолнечного масла я буду использовать обычную воду. Итак, какие ингредиенты мне понадобятся для приготовления жаркого в горшочках? Я взял мясо индейки, болгарский перец, 2 картошки, лучок и твердый сыр. Сейчас все это дело нарезаю. Ну, как вы видите, индейка уже нарезана. И просто туда все буду слоями выкладывать. Ну и периодически добавлять сыр. Вот не знаю, тереть сыр на терке или нет. Так-то я терку обдал кипятком. Да и вроде мыши по ней не бегали, потому что если бы они как-то бегали по этой терке, то, наверное, она бы упала. Тем не менее, я буду соблюдать все меры предосторожности, потому что, ну, от мышей тоже можно что-нибудь да подхватить. Ничего себе, видели, какие мыши тут наглые? Вообще уже оборзели. Ладно, сейчас почищу картошку, лучок. И все это дело буду резать и туда складывать.
остается самое сложное. Это ждать, когда печка прогреется до нужного мне состояния. После чего я поставлю туда горшочек. Ну и там, я думаю, минут 20-30, не больше, запекать придется. И блюдо мое приготовится. Кстати, печка уже прям приобретает былой вид. Ну, она начинает сушиться. И вот этот раствор, которым я сегодня ее обмазал, уже превращается из темно-серого цвета в светло-серый цвет. Ладно, отдохну. Хлеб с чесноком. Вкуснятина прям. Я вот единственное теперь думаю, как от этих мышей избавляться. Потому что что-то они тут разгулялись. Ну, хотя вы сами видели, они такие добренькие. Она на меня посмотрела, да, когда уходила, попрощалась и ушла куда-то. Ну, видимо, на мышином языке сказала мне: ну, оставайся тут один, а я пойду гулять. А ночью придет, наверное. День там пошатается, погуляет. Скучно станет и придет. Лихо она по ступенькам раз, и ускакала. Вкуснятина неимоверная. Картошечка прям мягенькая, рассыпчатая. Аж разваливается во рту. Ну и мясо. Индейка тоже такое мягкое. Хотя индейка, она всегда такая. Да, очень вкусно. Это блюдо мне и первый раз понравилось, когда я его здесь готовил. Ну и конечно же, сейчас она мне тоже нравится. Я буду обязательно его готовить еще не один раз. Но можно какие-то вкусовые изменения там вносить, да, сюда, в рецептуру. Сегодня я перец добавил болгарский. Ну, в целом вообще прикольно получилось. Но мне кажется, можно было бы даже, наверное,
помидор порезать. Прям дольками, да? И тоже сюда положить. Было бы более такое, еще сочнее получилось бы. Да по сути можно и чеснок туда положить было, какая разница. Что угодно можно закидывать. Главное, чтобы было мясо и сыр. Ну, это как бы то, что я больше всего люблю. До завтра. Если что-то вдруг будет интересное, то, конечно же, включусь. Но из интересного у меня сегодня только мыши. Доброе утро. Что ж, спалось сегодня хорошо. Единственное, конечно, зимний спальник при работающей печке — это перебор. Ну, дело в том, что я не знал, какая погода будет. Может быть, было бы тепло, да, днем, и печку затапливать было бы, к примеру, опасно. Потому что все сухое, все иголки, вся листва. Но мне повезло, вчера всю ночь шел дождь, и перед этим полдня там шел дождь. Соответственно, немножко все намокло в лесу, и печь я решил вчера топить. Спал отлично, но еще и мышь доставляла удовольствие сегодня. Может быть, их тут несколько, я не знаю, но прям вот она здесь где-то за стеной ползала, и под потолком что-то ползала. Ну, до этого я такой наглости не замечал за ними. А сегодня что-то они прям куражились. Наверное, были приятно удивлены долгому моему отсутствию. Уже, наверное, думали, что хозяин тут никогда не появится, а раз я объявился. И вообще никого не было, да? Записей в тетради нет никаких. Ну, может, кто-то и был, но не записывался. Ну, это радует. Значит, я не так-то и просто найти все-таки в лесу эту землянку. Хотя она довольно-таки в несложном месте расположена. Ну, конкретно вот эта землянка. Ладно, буду собирать вещи и собираться идти домой пора. Да, а на улице прямо сегодня очень-очень прохладно. Я так думаю, градусов, наверное, 12-10, где-то вот так вот. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Оставляйте комментарии под этим роликом, ставьте лайки или дизлайки. Любая реакция от вас мне будет помогать в продвижении моих видеороликов и моего канала. Скоро увидимся. Пока-пока.